ложка из ольхи. Решил записать видео изготовления вот такой вот ложки, возможно, под впечатлением того, как это делал Максимилиан Нойкоефлер. Я подумал, что у меня тоже должно быть видео, где я изготавливаю ложку только лишь режущим инструментом, без использования абразива. Вот у меня уже была такая вот заготовочка из ольхи, баклуша, и ее я изначально стал обрабатывать топором. Мы убираем все лишнее при помощи топора. Здесь я использую реплику топора, изготовленную по находке на Троицком раскопе. На усадьбе Е был этот топор найден в слоях XI века. А отковал топор Александр Константинов из Великого Новгорода. Все лишнее мы убираем по максимуму. И уже сейчас вырисовывается черенок, то есть рукоятка, и лопасть ложки. Уже изначальная форма баклуша предполагала некий угол между лопастью и черенком. И это как раз очень характерно для более ранних ложек. Хотя здесь мы не изготавливаем какую-то конкретную реплику, это, в общем-то, такая авторская импровизация, можно сказать. А дальше уже вступает в дело нож. Ножом мы выстругиваем грани лопасти, грани черенка. Но если где-то остался большой массив древесины, то в этом месте мы опять же используем топор. Причем, как видите, можно не только рубить, но и строгать. У топора тоже много разных техник, как и у ножа. Вот здесь я использую технику, когда нож упирается в голень. При таком способе тоже можно много древесины снять. Здесь я использую технику, когда заготовка ложки упирается в грудь, в нагрудник. Внимание! Техника строгания на себя потенциально опасна для здоровья и жизни, поэтому надо быть очень осторожным. Вообще в резьбе ножом часто используются дверки. Сейчас у меня в руках нож, который мне изготовил Дмитрий Бабаев из Санкт-Петербурга. Это трехслойный пакет. Сердцевина из углеродистой стали, а по бокам кричное железо. Это традиционная схема для раннего средневековья. В Новгороде такие ножи бытовали вплоть до XII века. Ножом формируем и лопасть, и черенок, то есть рукоять, и переход от лопасти к рукояти, который называется шейка. Как и везде, при обработке древесины необходимо следить за направлением волокон. Конечно, как правило, сырая древесина обрабатывается легче, но вот что интересно, ольха тоже довольно легко обрабатывается и уже в сухом состоянии, очень легко режется, не такая капризная, как хвойные породы, и даже не такая капризная, как береза, которая все-таки тоже иногда колется. А вот ольха довольно хорошо строгается, относительно мягкая. Хотя не знаю, хорошо ли это вообще для ложки. Вот здесь мы делаем такое специальное понижение черенка. Черенок как бы заходит под лопасть. Это такая вот тоже любопытная деталь. А сейчас вы видите другой нож. Это нож, который мне отковал Александр Гузьмин из Пскова. Это тоже трехслойный пакет. Вот, но этот нож уже побольше. У него лезвие около 9 сантиметров. Но при этом видите, что клинок узкий. Это тоже характерно для раннего средневековья. В частности, для ножей из трехслойного пакета характерен толстый обушок 5, иногда даже 6 мм, и узкое лезвие 12-15 мм. Это тоже довольно удобно. Если бы он был шире, то им было бы сложнее работать. Вот, мы подрезаем переход от лопасти к черенку. Вот такая вот шейка получается с выступом. И, кстати, вот этим большим ножом удобно работать вот в этой технике, когда вы от груди режете, используя мышцы спины. Вот тоже, кстати, можно делать красивые срезы ровные и снимать большое количество древесины при этом. А вот тут мы уже переходим к углублению лопасти и используем еще один инструмент, это резец. В данном случае это реплика резца, который был найден, опять же, на усадьбе Е Троицкого раскопа в слоях XI века.
И для нас тоже это эксперимент, потому что, по сути, это вот первая работа, которую я делаю этим резцом. Вообще, как выяснилось, у него любопытная форма, любопытное сечение, собственно, режущей части этого инструмента. И начинать с плоскости не очень удобно. Современными ложкорезами немножко удобнее начинать. Но потом, когда мы уже делаем углубление, этим резцом неплохо снимать тонкую стружку. И, в общем-то, выглаживать вот эту вот внутреннюю поверхность лопасти. Как видите, шейка резца довольно длинная. Она причудливо украшена вот таким вот приходом и даже орнаментирована. В общем-то, такие ложкорезы использовались еще вот в 20 веке вот в той же Нижегородской области. В общем-то, можно сказать, край ложкорезного производства. Вот видите, за счет, опять же, двух рук, за счет вращательных движений можно снимать тонкую стружку. Ну, какие-то элементы на лопасти мы подрезаем ножом, выравниваем. Хотя какие-то операции, которые сейчас я делаю ножом, можно было бы сделать и тем резцом. Снимаем фаски на острых гранях. Если мы снимем небольшую фасочку, то углы не будут сбиваться, ну, во время использования, например. Ну и вообще это эстетически приятнее. Вот такая вот ложечка получилась, и теперь ее можно украсить орнаментом. Я уже говорил, что эта ложка не является реконструкцией или репликой какой-то исторической ложки. Это такая авторская импровизация. И здесь я взял тоже довольно импровизированный орнамент. Это стандартная трехгранно-выемчатая резьба. Это тоже очень древняя техника резьбы. По находкам в Новгороде мы ее прослеживаем уже как минимум с XI века. То есть вот техника, которая на нашей новгородской земле прослеживается уже тысячелетия, получается. И здесь я использовал такой уже самодельный резец. Я не уверен, что такие резцы были в средние века, но для трехгранной выемчатой резьбы такой резец удобен. Да? Ну, по сути, такой нож-косяк, которым очень удобно вырезать трехгранные углубления. Потом эта ложка была пропитана льняным маслом с воском, и уже можно считать, что это готовое изделие. Вот, и теперь можно уже испытывать будет ложку. Всем спасибо за просмотр. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях. Вот, подписывайтесь, все дела. Пока.